Приветствую! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите YouTube канал Ведоврата. И сегодня у нас тема различия между двумя методами Джотиша – Варша Пхала и Титхи Правеша. Это годовые карты для предсказаний на год. Варша Пхала – это солнечная карта, а Титхи Правеша – это солнечно-лунная карта. И, как вы понимаете, это тема сложная для тех джотиш-астрологов, которые давно изучают джотиш и практикуют его. Почему? Потому что есть три метода, три основы, с помощью которых можно давать консультации. Это первая – интерпретация карты рождения Джанма Кундали, это Джатака Джотиш. Второе – это интерпретация Граха Даш, то есть периодов Грах, периодов планет, это Хора Шастра. Вот. И интерпретация Граха Гачара, транзитов Грах, транзитов планет. И используя этих три метода, три подхода, можно давать консультации и отвечать на вопросы людей. Но те, кто долго изучает джотиш, они хотят иметь дополнительные, так называемые продвинутые техники. Это годовые карты, годовые предсказания. Причем Варша Пхала как карта результатов года. Она используется только для солнечных циклов, это солнечный год и солнечный месяц. А Титхи Правеша карта, это карта построена на точную пропорцию Титхи, так называемый солнечно-лунный цикл, да, солнечно-лунный вход или начало, Правеша это вход и начало одновременно. Вот, она может использоваться для разных циклов. Лунный год, лунный месяц, там Пакша, вход даже в Накшатру, не обязательно это будет вход в Титхи или в Раш. Итак, мы рассмотрим 4 подтемы или пункта нашей темы: разница между техниками предсказаний Варша Пхала, годовая солнечная карта, и Титхи Правеша, солнечно-лунный вход и начало. Значит, первое, в чем астрономическое различие между ними. Второе, в чем разница в их смыслах, сутях. Третье, для чего они подходят больше в контексте внешней и внутренней жизни, относительной, абсолютной, там, проявленной, непроявленной, духовной и материальной. Вот. И как практически использовать отдельно Варша Пхала, Кундали и Титхи Правеша, Кундали. Итак, самое главное — это астрономическое различие, если мы понимаем, в чем пространственный, стереометрический, геометрический, да, космический, астрономическо-космический принцип, тогда мы должны понимать уже разницу смыслов и применений. Итак, Варша Пхала, Варша это год, Пхала это плоды, как результаты и одновременно предсказания этих результатов в течение года. Оно основано на точном солнечном моменте рождения человека. То есть, когда человек родился, Сурья и его представитель Солнца было в некотором раше, в некотором градусе. И Солнце делает солнечные циклы, солярные циклы. И входит в эту точку момента рождения человека каждый год. Таким образом, это солнечный вход, солнечное начало. Есть такое латинское слово «ингресс», то есть тоже вход. И тогда этот солнечный, солярный, индивидуальный год человека начинается в точный момент, когда Солнце, как представитель Сурьи, находится в том же самом состоянии и пространственно, с точки зрения астрономии, положения на эклиптике, он находится в том же самом раше, как в момент рождения, и в точном градусе, минуте и секунды эклиптической долготы. Многие программы, такие как Майтрея 8, Джаганатха Хора 8 и многие сайты, такие как Девагуру, это могут считать, и там это называется либо Варша Пхала, да, то есть карта или Кундали, Варша Пхала, Таджака карта, ну, в основном такие два слова, да, то есть Таджака или Таджика чарт Кундали, или Варша Пхала Кундали. Теперь Титхи Правеша. Чтобы лучше понимать, что
такое Титхи Правеша, я начну как бы издалека. Вот есть такое понятие два типа месяца. Звездный, сидерический, и синодический. Звездный, это понятно. Это когда Луна, месяц, как представитель Чандры, делает полный оборот по эклиптике на фоне звезд. Это происходит за 27 дней, точнее за 27 с третью дней. Но есть у нас еще другой лунный цикл. Это время между двумя новолуниями. И это не звездный лунный месяц, а синодический лунный месяц. Синодический от греческого слова синод. Синод — это соединение, совмещение, совместное движение, собрание вместе. То есть это взаимосвязь, как соединенность. И в контексте собирания, как вот соборность, объединенность, и в контексте совместного движения. И почему этот месяц называется синодическим? Когда происходит два новолуния, между ними уже не 27 дней, а 30,5 дней. 29,5 дней, почти 30. Тогда за время прохода одного цикла орбиты Луны по эклиптике Солнце тоже сдвигается, и чтобы попасть в то же самое относительное положение между Сурьей и Чандрой, между Солнцем и Луной, например, их соединение, да, вот, точное соединение — это есть новолуние, нужно уже больше дней, не 27 с третью, а 29,5. И вот это вот синодический, как вот, взаимной, общей, в сообществе, взаимодействии. Вот. И тогда, если такой месяц разделить на дни, то это уже будет не 30 солнечных суток, а это уже будет 30 лунных суток, которые длятся дольше. Вот. И это 30 фаз лунного месяца, синодического. Фаза — это как бы шаги, пропорции изменения. Вот. И тогда можно посчитать другой момент рождения человека, построить другую уже карту его прогнозов на год и делать другие предсказания. То есть, как мы находим момент дня рождения, момент рождения человека в дне рождения в контексте Титхи Правеша. Нужно, чтобы Сурья был в том же самом Раши. Потом мы должны выбрать такой же Титхи, то есть лунные сутки, в которые человек родился, и выбрать такую же самую пропорцию, как сказать по-другому, часть, долю, пропорцию прошедшего от начала Титхи. То есть это как бы не солнечное время, которое на часах и которое можно мерять от полночи или от восхода солнца, а это лунное время, это деление Титхи на одинаковые части. Лунные часы, лунные минуты, лунные секунды. Это некоторая пропорция, фаза еще она называется, но фаза как вот относительная доля. И таким образом Варша-Бхала, это, как ее назовем, восточно-западная система, да, то есть таджикская, персидская, таджака-джотиш. Это только лунный год, лунные сутки, лунное время, солнечный год, солнечные сутки и солнечный момент времени. Вот. Титхи Правеша — это солнечно-лунное движение Чандры и Сурьи, и это в том же самом лунном месяце, в том же самых лунных сутках, то есть Титхи, тот же самый момент времени, как пропорция, как фаза. Вот. Если мы понимаем, в чем эта астрономическая разница, тогда мы понимаем уже, как бы, в чем разница смыслов. Значит, Варша-Бхала, как расчет кундали, карты, интерпретации, основана только лишь на солнечном движении и солнечном входе или начале. Это называется solar ingress и часто переводится с английского и с латыни как солнечное возвращение, но имеется в виду в начало цикла, в ту же самую точку. Вот. Это чисто солнечный календарь, там где солнечные месяцы, солнечные сутки, солнечное время. И таким образом оно основано только на движении Солнца, отражает значение Сурьи. Вот. И что интересно, правители, да, вот, короли, цари, раджи и другие правители использовали в основном это вот, именно Варша-Бхалу в основном, по традиции.
Титхи Правеша, то есть лунные сутки титхи в нужном лунном месяце и в нужной его пропорции, в лунном времени. Вот. Это не солнечный уже, а солнечно-лунный календарь или лунно-солнечный календарь. Там месяцы лунные, да, Чандра, Маса, вот, и титхи как лунные пропорции в течение месяца, как 30 лунных суток. И такое же есть лунное время. Поэтому какая здесь философская суть? Сущностный смысл Титхи Правеша как для года, так и для других интервалов жизни человека. Это как бы совместный, вот в этом греческом смысле, синодический календарь, индивидуальный для конкретного человека. Он показывает совместное влияние на него двух самых главных грах – Сурьи и Чандры. Сурья, Солнце, это суть, бытие или существование, это источник бытия, источник существования. Для человека это его дух и сознание, то есть атма, истинное я. А Чандра это дополнение, да, как вот природа дополнение к роду, пракрити дополнение к пуруше, мироздание творение Творца, то есть это сама жизнь, как природа, и чувствование и восприятие жизни. Поэтому в человеке это воспринимающий ум, манас. То есть его чувствование, воспринимающий ум, мышление в контексте манаса, а также его чувства, эмоции и другие восприятия жизни. Вот. Поэтому это больше показывает не то, что будет конкретно указано Сурьей по смыслу, а то, как человек будет проживать, то есть то, как он будет переживать и воспринимать. Это совместное соединение Сурьи и Чандры, то есть сознание и восприятие человека в объединенном синодическом и как бы астрономическом понимании и применении. Тогда, если мы говорим, что у человека есть ну, как бы внешняя и внутренняя жизнь, материальные аспекты жизни и духовные аспекты жизни, поскольку Варшабхала это чистое управление Сурьи, вот, тогда, ну и по традиции это использовалось астрологами при дворах правителей, там, царей, королей, да, раджей, вот, и это использовалось для существенных дел, то есть государственных, правительственных решений, там, начала войны, или другие государственные решения ради благосостояния структуры государства как структуры, ну и для подданных всей страны. Поэтому это в основном, ну как бы вопросы уровня правления, управления, государственности. Вот. Ну и если человек хочет там карьеры, реализации в обществе, повышения по службе, общественной деятельности, политики и так далее. То есть этот Варшабхала подходит больше. Там есть еще много аспектов. То есть применяются сахамы в Варшабхале, которые не применяются в других методологиях джотиша. И что такое сахам, это не такое тривиальное понятие. Во-первых, его нет в санскрите, и это арабское слово сахам, которое означает стрела. Но мы сделаем о сахамах отдельных выпуск, чтобы сейчас не акцентировать внимание на Варшабхале. Помимо вот этих как бы правительственных, управляющих аспектов, Варшабхала показывает ну, больше опыт человека по отношению к событиям и предсказаниям на год, как то, что он осознает, то, что связывает его ну, с качествами Сурьи, то есть самим его существованием, как бытием, с его внутренней сутью, это его дух или сознание, с его знанием источника жизни, источника бытия и источника жизни. Вот. И таким образом это показывает как бы вот основу, костяк или каркас года и осознание человеком его как основы года. И в отличие от этого Титхи Правеша Кундали, как солнечно-лунная карта рождения человека на год, она показывает больше ну,
то, что мы называем судьбой человека. То есть, во-первых, судьба – то, как он чувствует, как я проживу этот год. То есть, какие у меня будут ощущения, какие у меня будут отношения, какие у меня будут взаимодействия. То есть, это как бы жизнь, как я проживу год. То есть, какая у меня будет судьба, да, и это основано на тех результатах или плодах, которые я получу в течение года. Это соединение сурья-чандра, как соединение духа и материи, или сознания и материи. И это больше внутренний опыт, потому что мы жизнь ощущаем внутри. То есть вот мы говорим, у нас есть жизнь, и какая она? Счастье или несчастье, удовлетворение или разочарование. Мы это чувствуем внутри. А внешние события, они с этим могут быть даже не связаны. Можно быть успешным, но несчастным. И, скажем там, не богатым, не популярным, но счастливым. Вот, поэтому это больше наши внутренние отношения. Не реакция эмоций, хотя это тоже чандра, а как вот внутреннее отношение к жизни, внутренний опыт, проживание жизни. И главные сферы, по которым нужно применять этот подход и эту карту, это отношения с кем-то, отношение к чему-то, как вот attitude, к чему-то я отношусь так, я на это так реагирую, да, вот, ну и весь диапазон чувств, ощущений, в том числе мышления и мировосприятия, да, если что-то философское, это скорее всего мировоззрение, философия, а это мировосприятие. То есть, что произойдет по сути, это Варша-Бхала, и там, свершения, достижения, конкретные сущностные события. Вот. А как я буду это ощущать, как я проживу этот период или этот год, какой у меня будет внутренний опыт, состояние восприятия и мышления, вот. Как я буду к этому относиться, это больше показывает Титхи-Правеша. Теперь применение. Поскольку Варша-Бхала это больше таджака джотиш, у нас есть два всегда выбора. Просто построить Варша-Бхала кундали и сделать ее интерпретацию как карту рождения человека на год. Тут у человека есть в общем карта, но при этом граха-даши и граха-гачары, то есть периоды и транзиты, основаны на одной карте. Понятно, что есть варги или амши дробные карты, но у него нет карт, которые меняются в течение времени, изменчивых, динамических, этапных, фазовых. Вот. Поэтому можно сказать, что есть одна в целом карта с варгами и амшами, и есть карта на каждый год. И тогда это Варша-Бхала кундали, карта годовых плодов, годовых результатов. И этим можно ограничиться. Но много книг, Прашна-тантра, Варша-Бхала есть книги, которые так называются, они рекомендуют использовать дополнительные техники. Это специальные йоги, таджака-йоги, и специальную лагну, мундха-лагну. И тогда эта техника расширяется, но мы при этом отходим от парашара джотиша. И если вам нужно мое личное мнение, я бы просто интерпретировал карту года, но не применял бы дополнительные таджака-техники, такие как вот таджака-йоги и таджака-лагну, то есть мундха-лагну. Но есть даши, которые пропорционально сжатые до 1 года, например, Варша Вимшотари Даша, ее можно использовать. Почему? Потому что Вимшотари Даша это парашара джотиш, то есть это классический традиционный джотиш. Интерпретация, применение Титхи-Правеша. Это тоже можно сказать, что это карта на год, да, то есть есть карта рождения Джанма Кундали и Варша Кундали, карта на год. И это Титхи-Правеша. Вот. Чем она удобнее, к ней можно применять все ведические техники и подходы и парашара джотиша, и джаймини джотиша. То есть, допустим, если вы используете арудхи, раши дришти, их тоже можно применять к этой карте. Вот. Второй важный аспект. Граха тут имеет первичное значение, и это хорошо.
То есть вот есть правитель часа, да, хорапати, есть правитель дня, варапати, есть правитель месяца, масапати, есть правитель года, варшапати. И это граха. И поэтому граха, будучи первичным понятием джотиши, в отличие от раши, бхав, накшатр и многого другого, должна быть всегда первой. То есть под какой грахой пройдет этот год. Какая главная высшая сила или сила жизни, это и есть граха, будет оказывать влияние на человека в течение этого интервала, например, в течение года. Вот. Дробные карты можно применять в контексте титха правеша кундали и использовать накшатра даши, такие как, например, титхи ашотари даша в контексте годовой карты. Вот. При этом на этот момент можно посмотреть и правителя года, и правителя месяца, и правителя дня, и правителя часа. Вот. И это будут грахи, которые наиболее важны. Если они совпадают, это одно будет такое целостное влияние. А если грахи разные, то нужно это уметь сочетать, как мы это делаем во время, при граха юти. То есть, когда у нас есть соединение граха, у них есть совместное влияние. То есть, нужно не просто перечислять, что будет и это, и это, и это, а уметь найти совокупную граху, совокупную силу, фрактального представителя, субъекта, который несет это объединенное качество нескольких грах. Вот. И еще одно важное положительное отличие титхи правеша, ее стоит использовать для самхита джотиша, то есть так называемая мунданная астрология или глобальные прогнозы для стран, для организаций, для сообществ людей, для этносов, наций, для классов людей, то есть варн, сословий. Можно строить титхи правеша кундали и смотреть там рекомендации для глобальных прогнозов, то есть самхита джотиш. А Варшабхала — это индивидуальная карта. И в контексте, подведем итоги. То есть, если пойти от обратного, не от того, что я есть, от того, какие техники у нас есть, и как я могу их применять, а от запроса человека. Если человек занимается внешней деятельностью, его интересуют сущностные ответы, политические или деловые, это бизнес, да, и он спрашивает совершать сделку, не совершать, и должны быть внешние и сущностные результаты. В основном это больше подходит для мужчин, хотя это не факт, это просто не потому, что сурья — это мужская граха, то есть это четкие сущностные внешние события, бизнес, политика, да. Вот, тогда лучше использовать Варшабхала, и можно без ее техников, то есть без таджака йог и других ее сложных сложных ее техник. Если человек больше спрашивает, какой у меня будет опыт года, то есть буду ли я счастлива, как сложится моя судьба, какие у меня будут ощущения, какие у меня будут взаимоотношения и с природой, и с людьми, и в взаимоотношениях с людьми, да, с партнером, с мужем, женой, тогда больше подходит титхи правеша, и она объединяет сурью и чандру, то есть дух сознания и душу восприятия, и больше описывает опыт человека. Это больше ответ на вопрос не что случится и что мне делать, а что я буду чувствовать и какова будет моя жизнь. Какова будет моя жизнь, да. На этом будем завершать. Более подробное исследование мы сделаем в следующих наших выпусках. Поэтому на сегодня все. Благодарю вас за понимание. Просьбы от меня: пишите нам на e-mail ваши вопросы, комментарии, замечания, возражения, предложения тем для следующих выпусков.
И эта тема, это был запрос одного из наших подписчиков. Вот, передаю просьбу своих организаторов, напишите комментарий, тоже согласие, несогласие, замечание, возражение, и поделитесь этим видео с теми людьми, которые его поймут и оценят. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели канал Ведоврата.